Я Даниил Медведев. Иногда ты плачешь, иногда смеешься. В этом плане теннис смешной вид спорта. С другой стороны, ты боишься всего. Плечо, локоть. В этом году оно болело сильно. Стал бы я топ-10, не стал бы, потому что я в принципе не верю. Многие говорили о том, что Господи, Медведев. Я как бы свой идол. Получилось в итоге круто, мне все нравится. Это, может, единственное, что я бы сказал, да. Daniil Medvedev. Brilliant rally. Very good hustle. Daniil Medvedev is your champion. Quite incredible. Your champion, Daniil Medvedev. Дань, привет. Я когда готовилась к интервью, мониторила твои беседы с журналистами на русском и на английском, обратила внимание, что ты очень часто упоминаешь 2019 год. Для меня это такая как бы история ностальгии немножко. Почему ты вспоминаешь и считаешь ли ты 2019 год каким-то определяющим для тебя? Нет, я даже не знал, может быть, правда, может быть, нет, но я бы сказал так, что я считаю, что моя игра сильно поменялась, и я пытаюсь понять, поменялась ли она, потому что я меняюсь, и, соответственно, или мы там разные вещи отрабатываем, по-другому играю, может быть, по-другому двигаюсь, много может быть разных причин, или поменялось что-то не от меня зависящее. Что ты имеешь в виду? Мячи, потому что действительно есть игроки, я уж не знаю, много-немного, которые считают, что во время ковида компаниям было тяжело производить мячи, которые вроде бы все производятся в Китае, я так понимаю, по крайней мере, производились. Соответственно, они начали искать другие способы. Я с технофайбером никогда насчет мячей не работал. Но кто-то мне в хеде рассказывал, что, соответственно, из Китая им поставлять мячи не могли. Они начали искать другие способы, и мячи стали как бы хуже, дешевле на время ковида. Возможно, есть такая теория, как это, заговора, что потом они подумали, а зачем нам делать их дороже, лучше, если и так нормально. Соответственно, есть как бы разные удары. Вот берем мелкий пример. Слева, когда я играю кроссом, если посмотреть, опять же, 19-20 год, то очень часто получалось так, что я этим ударом выбивал соперника и мог, допустим, пойти к сетке, что я редко делаю, пойти к сетке и завершить с лета. Сейчас у меня ощущение, что чтобы я смог там слева кого-то выбить этими вот мячами, которые как игрушка просто плюшевая, и пойти при этом к сетке, это просто должно что-то невероятное произойти. Или я стал играть слабее, чуть менее точно, что тоже возможно. Или есть реальность в том, что мячи другие, потому что корты, я не думаю, что корты другие. Я не знаю, поэтому я иногда вспоминаю, что понять, что было по-другому, но как бы то ни было, главное приноравливаться к тому, что есть. К таким обстоятельствам. Ну, я как раз хотела тебя попросить сравнить по событиям и по титулам твои сезоны, начиная с 19-го. У тебя память хорошая, насколько я понимаю. Ну, вроде вот бы. Смотри, 19-й год, 4 титула финал US Open, твой первый. 20-й год, это 2 титула, но ты выиграл итоговые турниры Мастерс в Берси. 21-й, 4 титула, шлем, Дэвис, Торонто, финал Австралии. 22-й год, это 2 титула, финал Австралии. 23-й год, у тебя 5 титулов, финал US Open, Мастерс грунтово первое время и Майами. Какой год самый для тебя дорогой сердечку? Дорогой 21-й из-за US Open. А если не брать шлемы, то 23-й, конечно, был лучший, потому что там действительно была куча невероятных результатов. Рим, вот эти 4 финала подряд, или сколько там, 5 финалов, 4 титула, все было круто. Но я бы так сказал, то есть, если я даже когда-либо и возвращаюсь, вот этот 19-й, 20-й год, то я возвращаюсь именно не в плане титулов и побед, мне как бы это, не то, что все равно это круто, но уже мы сейчас находимся, я больше возвращаюсь именно, чтобы посмотреть, окей, тогда я играл вот так, почему это было? Потому что я тогда играл по-другому или что-то вот было другое, поэтому... Для меня, если честно, каждый год, я и предыдущие года помню, и там и Challenger, и Futures, он в каком-то смысле особенный, и этот тоже будет особенным. Даже без титулов, если ты не выиграешь ни одного титула? Даже если без титулов было куча и хороших моментов, и куча плохих, и он все равно будет
особенным, и он не будет плохим, потому что там, скорее всего, я закончу 4-м год. Это, я считаю, очень даже неплохо, хотя всегда хочется лучше. Check this out. I have to believe in myself. I know that I'm capable of winning big titles. I know that I can play well. I can beat anybody. 3 titles in 3 weeks. Самый сложный момент для тебя в этом сезоне – это финал Австралии? Самый сложный, наверное, нет. Наверное, Олимпиада и переход с Олимпиады на хард, потому что финал Австралии был сумасшедший турнир, где по факту не то, что я должен был проиграть во втором круге, но мог проиграть. Мог проиграть в каком-то там еще в четвертьфинале, мог проиграть или даже должен был в полуфинале. И каким-то чудом оказался в финале, и при этом в финале играл круто, не повезло, устал. Яник хорошо играет, и он это доказывает, продолжает. Поэтому Австралия никаких сожалений. Грунт, трава, грунт, хард. Им тяжело дался переход заново на хард. Долго, скажем так, искал заново свою игру и как играть, чтобы сопернику было тяжело. И не смог этого сделать в Канаде и в Цинциннати, смог это сделать в US Open. Всегда обидно, когда вот такие 2 больших турнира, где я обычно играю хорошо, 2 первых круга, ну, бывает. А ты не жалеешь? Многие говорили о том, что, господи, Медведев, зачем ты едешь на Олимпиаду? Вот если очень цинично подойти к спортивной карьере, она у вас все-таки не супер длинная, да? Нет такого, не надо было. Нет, совершенно не жалею, потому что я знал, почему я принимаю такое решение. Во-первых, для меня Олимпиада это важно, во-вторых, она проходит раз в 4 года. Мне очень понравилось Токио, мне очень понравилось Париж. Да, я хотел сыграть намного лучше, но это груд, это Ролан Гаррос, там мне непросто. И нет, совершенно, то есть, опять же, да, если говорить как бы конкретно про сезон, может быть, я бы смог лучше подготовиться к харду, может быть, лучше сыграть в Цинциннати, в Монреале, в Цинциннати. Но, во-первых, это все если бы да кабы, никогда неизвестно. А может, я бы не поехал на Олимпиаду, там, начал бы тренироваться на харде, травмировался. Кто его знает. Поэтому я хотел, я поехал, я получу удовольствие, получил расстройство из-за результата, но раз в 4 года я буду играть. Если я играю в теннис, то я буду играть Олимпиаду. Вот я понимаю, что у игроков есть, я это так называю, базовые настройки. Объясню. Вот Давид Феррер никогда не сможет и не мог подавать, да, как Ива Карлович. Есть какие-то вот базовые истории. Какие базовые настройки у тебя, которые ты, да, не можешь, получать, встроенные поменять, а что ты можешь перепрошить в своей системе? Я сам пока не понял, какие базовые, что можно перепрошить. Потому что, да, в теннисе что тяжело. Как мне кажется, если ты будешь пытаться... что-то у тебя хорошо получается, но если ты не будешь искать новых каких-то путей, то ты начнешь регрессировать. Соответственно, ты ищешь эти новые пути. Но всегда должен быть баланс, то есть я не стану кем-то, кто вдруг начнет с подачи ходить только к сетке и с приема ходить только к сетке. Но я буду проигрывать. Поэтому, да, мы какие-то вещи отрабатываем, иногда делаем шаги назад. Окей, мы там вот это хорошо отработали, но оно в матчах пока не помогло. Мы там, проиграл матч, это было на US Open. А что именно ты там делал? Образно говоря, я считаю, что в каком-то смысле, не то, что я играл слишком агрессивно, я не агрессивно играл в Монреале и в Цинциннати, но недостаточно было, как это назвать по-русски, мерзких ударов, каких-то вот этих плоских, которые на харде, которые нельзя делать на грунте, на траве, может быть, можно, но тоже не мерзавчиков надо. Таких, да? Да, а, соответственно, поскольку я играл месяцев 5 на грунте и на траве, я про них забыл. И на US Open у нас была, наконец-то, чего не было до предыдущих турниров, целая неделя, где каждый день мы могли что-то пробовать новое, и в конце недели я это нашел, и в итоге я вышел на матч, и моим соперникам стало тяжелее, хотя это какие-то мелкие детали. А сейчас ты это используешь? Да, конечно. И вот это к тому, что я стараюсь все время с тренером искать, что где-то мы можем улучшить, что не можем. Но единственное, да, что мне тяжело, это когда вот мячи большие, а мне тяжело их разгонять. Это нормально, это просто мои мышцы так устроены, мое тело так устроено. И есть люди, которые могут это делать, и им, конечно, этим мячами играть легче. Что бы тебе хотелось перепрошить в себе, чтобы снова обыгрывать Яника Синнера? Перепрошивать не надо, надо играть в лучший теннис. Они играют круто, они играют хорошо, по-разному, Яник и Карлос. И нужно, вот то, что я, в принципе, смог сделать в Пекине, нужно показывать лучший свой теннис.
И тогда, если у них будет, может быть, не самый лучший их день, тогда будет борьба. Ну и в Пекине и так была борьба, хотя Карлос играл хорошо. Все уже сводится к деталям, нужно подавать эйсы в нужные моменты. То есть, в принципе, то, что я смог сделать в Австралии и на Уимблдоне против Яника, это играть свой лучший теннис, постоянное давление, показывать ему, что легко не будет, и тогда и они могут дрогнуть. Про Индиан Веллс хотела спросить. Ты там рассказывал, что у тебя были проблемы с плечом, и это какие-то хронические такие истории. Как у тебя дела сейчас с плечом? Это первое. Второе, реально ли это влияет на подачу сейчас? И как ты, в принципе, оцениваешь свою подачу, и технически ты такого уровня игрока, что технически ты можешь ее менять сейчас? Да, значит, по порядку, но с плечом, в принципе, плечо, локоть у всех теннисистов болят чуть больше, чуть меньше. У меня был момент, начиная с US Open прошлого года, особенно после US Open, до какого-то момента в этом году оно болело сильно, и я не мог нормально тренировать подачу. И это сказывалось на матчах иногда не сказывалось. Потом наступил момент, когда, по-моему, после примерно Рима, когда я смог заново тренировать подачу, и, в принципе, я считаю, что она стала намного лучше, чем была до этого, вот в этом году. Поэтому сейчас, в принципе, проблем с плечом нет, да, но иногда чуть болит, иногда нет, но это нормально совершенно, но оно не болит так, как раньше. А насчет подачи, да, с тренером иногда нужно ли что-то менять или пробовать продолжать делать так же, просто улучшать это. И вот перед, получается, Пекином как раз-таки, перед Лейвер Капом, чуть-чуть минимально мы кое-что поменяли, не буду вдаваться в детали. И, если честно, по-моему, подача стала намного лучше. Будем надеяться, что это так. И опять же, я говорю, то есть, если смотреть конкретно на цифры, я думаю, что моя подача не хуже, чем в 2019, 2020, 2021. И то же самое на приеме. Я уверен, что я брейкую сейчас больше, чем раньше. Потому что если ты не подаешь в линию, мяч останавливает. Очень легко как бы принимается. Чего боится на корте Даниил Медведев? И всего, и ничего. Я как бы ничего не боюсь, но проиграл даже, бывает. Выиграл вообще отлично. А с другой стороны, ты боишься всего. Ты боишься не реализовать брейкпоинт, проиграть из-за этого матч, подать двойную, принять издалека, ошибиться, потом пойти вперед на следующем брейкпоинте, ошибиться спереди. То есть... У тебя все эти мысли в голове? Ну да, но конкретного страха, наверное, нету. То есть все зависит от конкретного дня, как ты себя чувствуешь, с кем играешь. Бывают неудобные соперники, может, чуть иногда боишься, с другой стороны. Один раз обыграл, потом не будешь бояться, поэтому чего-то конкретного нет. Ну, то есть такой прям у игроков такой калейдоскоп мысли, да, во время матча? Там еще ураган, приметы, да? У кого-то больше, у кого-то меньше. Многие в один и тот же душ ходят. В этом плане теннис смешной вид спорта. Я, скажем так, когда стал очень хорошо играть, я стал стараться эти приметы минимально сводить к нулю, потому что я, в принципе, не верю, что они работают. Потом ты проигрываешь пару матчей и думаешь, наверное, надо какие-то вернуть. Какие-то возвращал, какие-то нет. Поэтому каждый матч новая история. У ATP очень, на мой взгляд, трогательный ролик вышел с Андрюшей Рублевым, который сам себе записывает сообщение, ребенку, скажем так. И он там такие слова говорит, очень трогательные, мне кажется. Он говорит о том, что ты еще не знаешь, что когда ты вошел в топ-100, ты более счастлив, чем когда ты вошел в десятку сейчас. И он себе пожелал, чтобы он только делал то, что он хочет, и жил, как он чувствует. Если бы тебя попросили, чтобы ты пожелал Данилу Медведеву, 10-летнему? В этом плане, во-первых, я не видел, кстати, видео Андрея, надо посмотреть. Не знаю, записывал или нет, но много чего записывал. Может, и записывал, может, и выйдет. Я в этом плане, наверное, немножко по-другому мыслю иногда. Это как меня все время спрашивают, был ли у меня идол. Я говорю, в принципе, как мне много игроки, которые нравились, но идола никогда не было. Я Даниил Медведев. Стал бы я топ-10, не стал бы.
Я все равно Даниил Медведев. Я как бы свой идол в каком-то смысле, потому что это я живу, я человек, зачем мне кого-то идолизировать? И тут примерно то же самое. В принципе, ничего бы не говорил, а живи как живешь, что получится, то получится. Получилось в итоге круто, мне все нравится, поэтому да, были тяжелые моменты. Были счастливые, были грустные. Иногда ты плачешь, иногда смеешься, но это все часть жизни, поэтому нет никакого сообщения, просто живи и иди вперед. Я бы думала, ты с самим собой бы в PlayStation бы поиграл бы 10-летним, правда, их не скорее, было бы. Я бы сказал, что играть чуть меньше, но это, может, единственное, что я бы сказал, да. Единственный совет. Дань, спасибо большое тебе. Все, мы тебя отпускаем. Пока-пока.